Так, ребят, всем привет, с вами Баджер, это Мутные пазлы. Сегодня мы будем обозревать старого-старого героя с пятого сезона с призыва снов. Это у нас на повестке дня будет Меллифера, желтая пятерка, королева пчел, такая стрёмная, короче, героиня на самом деле, с стандартной силой 829. Немножечко поиграл этим персонажем, хотя уже месяц, как я ее поймал. Вот. Особо не прокачивал, все в порядке очереди. В общем, что мы имеем по этой Меллифере? Мы у нее имеем хороший класс, чародей школа мастерства знаний. Это значит, что Меллифера, когда будет атаковать вражеских бойцов, то сможет на 2 хода замедлить им набор маны на 50%. Дальше. У Меллиферы есть семья, как обычно, фантастический страж, которая дает нам бонусы за 2, 3, 4, 5, 5 героев пятого сезона. Когда будет использоваться ультимейт этих героев, то есть шанс, что какая-то из рун, какой-то из камней, который больше всего сейчас на доске, будет зачарован, и этот камень, если мы его сложим в комбинации, будет наносить, точнее, это даже комбинация будет наносить на 50% больше урона. На самом деле никто на это не обращает внимания, но это хороший такой буст, если вы играете там, ну, 3-1-1, например, и вы собираете там 3 желтые камня, которые наносят там нестандартный урон, а в полраза больше, это достаточно много. И еще плюс от этой семьи, конечно же, такая читерская немножко тема, увеличение ходов на легендарном этапе прохождения карты. Ну, не знаю, кто этим вообще пользуется, ну, вот есть, да есть. Пассивка. Волшебный янтарь. Когда герой получает эффект постепенного урона, он немедленно восстанавливает определенное количество маны. Срабатывает сразу после добавления эффектов постепенного урона и срабатывает только один раз за ход. Значит, что это такое? Если на нас навешивают какой-то дот, то Меллифера сразу же раз в ход восстанавливает себе немного маны. Чисто визуально это где-то процентов 10. Ну, такой неплохой достаточно буст по набору маны. Ну, нужно понимать, что это только раз за ход, хоть у вас там 20 разных эффектов травления, там, ослепления и заморозки упадет, за ход вы сможете только один раз восстановить ману, и при этом это срабатывает только в момент, когда вы получаете урон от ультимейта, который дает вам дот. То есть, если на вас наложили отравление, вы сразу же, хоп, такие восстановили себе манку. На следующий ход, когда сработает сам уже дот, сам эффект постепенного урона, вы ману уже не получите. Тоже держите это в голове. Это, ну, такая прикольная пассивка, которой, ну, вряд ли кто-то будет пользоваться. Ну, есть да есть. И еще один плюсик у нее, это ее руны сновидца, которые, короче, создают камень с отхилом. Вот. 20 камней собрали, появилась руна с отхилом. Я думаю, что кто там играет чуть больше, чем пару дней, то уже понимает, как это работает. Поехали по статам. Мечики. Атака 778, 755 броня и жизней 1384. Ну, плюс-минус балансированные, в общем-то, показатели. Немножко маловато у нее хитпоинтов и немножко, наверное, лишнего по броне. Но в любом случае это герой атакующий. Здесь не имеет места быть там 2 и больше вариантов, как ее качать. Ее нужно качать только в атаку, только в хитпоинты. Точнее, в атаку и по дороге цеплять все остальное, делая приоритет на хитпоинты. Все, переходим к ее ультимейту. Налет улья, скорость маны высокая. Это положительный момент. Она будет заряжаться с 7 камней при условии, конечно же, артефактов на набор маны и при условии непосредственно отрядов на ману. Меллифера наносит 250% урона цели и всем ближайшим врагам. То есть бьет 250, бьет по троим. Хорошо? Хорошо. Если у цели нет эффекта продолжительного урона, дота того же самого, то срабатывает следующий эффект. Цель и все ближайшие враги получают урон 595 в течение 5 ходов. То есть по факту она бьет, если на врагах ничего нет, никакого дота, то она наносит дот. Если у цели уже есть эффект продолжительного урона, то эффект будет следующий.
Цели ближайшие враги получают 250 истинного урона за каждый эффект постепенного урона, который они имеют. И можно насчитать до 6 эффектов в стаке, то есть в сумме. И увеличивает регенерацию маны всех союзников на 30% на 3 хода. Получается что? Что нам намного выгоднее использовать Мелиферу, когда на враге уже есть какой-то эффект постепенного урона. Потому что она будет не только бить на 250% по троим, а еще и будет в момент удара наносить по 250 чистого урона. Это не проценты, это чистый урон за каждый дот, который висит на соперниках. Конечно, здесь разрабы прямо влупили по жесткому. Можно насчитать до 6 эффектов. Ну, честно, я у себя не смог подобрать команду с героев, чтобы они смогли дать мне 6 разных дотов. То есть я смог там у себя родить максимум 4 разных состояния. То есть это ожог, кровотечение, потом, что там еще, от холода, от льда, заморозка. И, по-моему, там еще что-то, я не помню, сейчас будем уже смотреть. Ну, там максимум получается, ну, у меня лично получилось 1000 чистого урона наносить. Как высрать вот эти 1500 чистого урона, чтобы 6 эффектов. Ну, есть, я уверен, такие герои, которые там наносят, и у кого супер там крутой гараж, наверное, есть теоретически возможность вот эти 6 разных видов дот урона повесить на героев, что и потом еще сверху ультануть ей. Ну, можно опять-таки считать, что она сама, если будет первый раз просто в чистого соперника ультить, она навесит свой дот, это уже раз. И еще 5 нужно докинуть. Короче, это жестко, это жестко. Ну, сама суть в том, что ей желательно ультить, когда уже на врагах есть дот. И, ну, плюсик по регену маны для всех союзников, это хорошо. Это отлично. Давайте пойдем все-таки тестовый небольшой бой. Вот сюда. Значит, у меня есть Мелифера. Дальше я брал чисто для интереса сюда, ну, из желтых. Можно взять Фрик, дает ожог. Можно взять, например, из синих Хельке, дает обморожение. Можно взять кровотечение, ну, например, чтобы не какое-то жесткое от четверки. Например, от Гульвейк. И еще я брал ожог. Ожоги у красных, ну, например, это пускай будет там какой-то Арес. Да? Найду сейчас. Вот. Чисто теоретически вместо Гульвейк сюда можно было бы еще какого-то героя поставить, потому что сама Мелифера первой ультой своей может дать кровотечение. Но у себя среди героев я, честно, рылся, я так и не нашел, кто бы еще там какой-то дот такой навесил. На самом деле есть у меня одна идея, какой это может быть дот. А давайте мы, в общем-то, и проверим. Мы сюда возьмем, не поверите, для разнообразия четверочку Фидона. Вот, потому что у него миньоны там накидывают определенный дот интересный. Вот, собрали вот такую компанию. Возьмем ману. И давайте посмотрим, как, собственно, работает Мелифера. Так, громко. Давайте сразу заряжаем. Можно просто сначала посмотреть, как ультит Мелифера сама. В одно рыло. Вот. Ударила и повесила вот кровотечение. Какая молодец. Теперь давайте, вот, пускай Фидон повесил миньончиков. Давайте, может, еще его используем, чтобы он сверху сильных миньонов повесил. Ну, короче, неважно. Раз, два, три. Использовали всех. Что мы имеем? Давайте подсчитывать. Собственно, что подсчитывать? Нам нужно сделать, например, вот так, чтобы сейчас там миньоны поработали. Да? Так же это работает или как? Кровотечение навесил, ну окей. Или нам, блин, я уже забыл. Нам, наверное, надо здесь еще собрать эти гребаные руны. Насколько я помню, чтобы оно правильно все сработало. Да, вот, появились эти миньоны. Вот, да. Блин, и у меня пропала, короче, вот эта штука. Все, теперь мы нормально посмотрим. Должно быть разных 5 состояний эффекта постепенного урона. Видите, вроде кровотечения и разные, но они разные, да. Получается, мы имеем ожог, имеем ожог от огня,
2 вида кровотечения и непосредственно заморозку. Что мы дальше можем сделать? Мы можем посмотреть, как будет вести себя Мелифера теперь. То есть, по идее, она должна нанести урон свой и еще 1250 чистого урона. Вот. Есть свои 290, 1200 еще сверху закинула. Ну, круто. Я считаю, что 1200 урона просто, ну, как бы ни за что, за то, что она использовала ультимейт. Это хорошо. Это ощутимо, да. Но теперь давайте мы все-таки посмотрим, как часто вы будете использовать подобные команды вообще в реальности, в реальном бою. Я уверен, что вот такие интересные наборы персонажей с дотом, они у вас будут играть, ну, примерно никогда. Вот. Ну, может, чуть-чуть чаще, чем никогда. Потому что это просто нерационально и, ну, это неэффективно. Поэтому такие красивые циферки по чистому урону, ну, реально 1250 это до хрена. Это будет в троих влетать, она бьет по троим. Я специально там, ну, дотеров таких поставил, которые там на троих вешают ожоги, да, там свои вот эти все, там, ну, кроме Фидона, наверное. Ну, суть в том, что Мелифера бьет по троим, и по троим же и наносит этот чистый урон, если на всех троих врагах есть дотер. То есть, ну, 3750 на троих врагов это очень много. Но мы этого не будем видеть почти никогда. Поэтому, как бы, это ее фишка, но она не совсем, скажем, будет работать в суровых реалиях нашей жизни, нашей игры. Намного более профитным будет собрать ее в команду с быстрыми другими желтыми, например, с быстрым бронерезом, Джейтосом, например, с быстрым стихийником, например, с Мишкуатлем, да, и, например, взять ту же Мелиферу, и они втроем внесут намного больше импакта с троих камней, там, чуть ли не до убийства там троих героев, чем вот то, что мы сейчас вот тестово вот так команду такую Dream Team собрали, которая на картинках рисуется все красиво, хорошо, но по факту это не очень практично. Поэтому давайте прикинем, где мы ее будем использовать. Ну, в общем-то, я так подумал и понял, что ее использовать, наверное, стоит только в команде атаки и больше нигде. В обороне она не будет раскрываться полностью, поэтому смысла нет. На всяких там титанах, понятное дело, это бесполезняк, на турнирах тоже бесполезняк, на там какие-то рейды, ну вот это все, вот, ну, короче, это полный бесполезняк, и на ивентах в общем и целом тоже бесполезняк, потому что, ну, там другие герои рулят, поэтому я ее, если вижу, то вижу только в команде атаки. Ну, на войнушках, да, там в рейдах, на туриках, в команду атаки ее можно брать, но, опять-таки, не в вот этой сказочной нашей команде, где все вешают доты, и мы просто с одной тычки, там, по троим наносим, там, по 4000 урона. Нет, эта сказка работать не будет, поэтому берем просто Джейтоса, Хагена, там, кого хотите, стихийника, Мелиферу, какого-то баффера на атаку, если вы там играете в один цвет. Ну, и в принципе, этого нам будет более чем достаточно, чтобы наверняка выносить героев, а не заряжать 250 разных персонажей, чтобы ими навешать дот на врага, и потом красиво так вот, смотрите, как я умею чистый урон наносить. Это работать не будет, поэтому используем ее в классической схеме с бронерезом и стихийником. Используем ее в тапках атаки и не паримся. Герой достаточно посредственный. Я ему поставлю, ну, наверное, 6,5, да, из 10. Потому что, ну, по статам она прикольная, на бумаге прикольная, у нее хороший класс, она быстрая. То есть она будет работать в тапках на атаку неплохо. Но опять-таки ее основная фишка, основная способность, основная механика, от которой она якобы должна на бумаге отыгрывать, она не работает в реальности. Поэтому получается, что и герой раскрыт полностью не будет. Поэтому 6,5 из 10. Кто ее поймал, не парьтесь, это нормальный герой. Его просто нужно использовать не так, как разрабы придумали, а использовать как обычного типа трипл-шотера после среза брони и среза стихийной брони. Поэтому вот такие вот дела. Ну, кто ее поймал, в любом случае, я вас поздравляю. Герой имеет шанс на жизнь и имеет место быть в ваших командах атаки.
На этом все. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, вам было полезно это видео. Всем всего хорошего. Всем пока.